Здравствуйте, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Голубцы готовят каждый, и у всех есть свои секреты, как сделать блюдо вкуснее. Покажу вам свой вариант, какую форму выбрать, чтобы голубцы не раскрылись, а также как хранить продукты в морозильной камере. Давайте скорее начнем. Голубцов сегодня будет много, на целый качан. Изначально вырезаем кочерышку, чтобы удобно было отделять листья. Качан капусты достаточно большой, поэтому логичнее его будет отварить, размягчая листья периодически в кипятке. В микроволновке удобнее, но он в нее не войдет. С помощью 2 вилок начнем отбирать листья, когда вода начнет закипать. Время отваривания зависит от самой капусты. Чем она плотнее, тем дольше отваривается. И взгляните, как легко каждый листочек отходит. Здесь важно не пропустить момент и не переварить саму капусту. Иначе в переваренные листья совершенно не получится завернуть начинку. Фарш делаю сама. Можно использовать любое мясо. Но чем жирнее оно будет, тем нежнее голубцы в итоге. Лук пропускаю также через мясорубку в конце. Так в ней не остается мяса. И лук достаточно быстро измельчаем. Если фарш готовый, то, конечно же, лук нарезайте мелко, с помощью ножа. Для всей капусты понадобится 1 кг фарша. Остальное раскладываю по 500 граммов в пакет и делая плоским, заворачиваю. Таким образом экономится место в морозильной камере. И сама заготовка размораживается гораздо быстрее. Фарш, конечно же, без лука замораживаем. Рис хорошо промываю и отвариваю до полуготовности. Считаю, что уже слегка отваренный рис меньше заберет из фарша сока. Я взяла 150 грамм, это среднее количество. На 1 килограмм фарша для голубцов берут обычно 100 или 200 граммов риса в сыром виде. Здесь все зависит от ваших предпочтений. Хотите вы, чтобы было больше мяса, либо наполовину с рисом. Смешиваем фарш 1 кг, 200 граммов лука, перец, соль по вкусу. Стандартный расчет – килограмм мяса и чайная ложка соли. Но здесь у нас еще рис, поэтому добавляем еще. Ну а риса получилось 400 граммов из тех 150, которые мы отварили. Тщательно размешаем. Причем никакой зажарки из лука и моркови я сюда не добавляю. Начинка готова. Возвращаемся к капусте. Вот эту толстую прожилку обязательно убираем с помощью ножа. Хотя можно и отбить молотком. Но я думаю, капусты и так нам хватит. Все листочки нужно разрезать на 2 части. Начнем заворачивать голубцы. Щедрую ложку начинки размещаем у основания капустного листа и начнем сворачивать в кулечек, чтобы уголок был как раз на том месте, где была более плотная часть, то есть где была прожилка, которую мы срезали. Таким образом остаются края, они более мягкие и без проблем завернутся внутрь самого кулечка. Вот такая незамысловатая форма голубцов. Никогда точно не раскрывается при варке и смотрится гораздо симпатичнее. Из этого набора продуктов получается примерно 30 голубцов плюс-минус. Очищаем еще картофель. 6 средних картофелин здесь, я их разрезала на 2 части вдоль. Мелко не нужно. На дно казана или кастрюли с толстым дном, это обязательно важно, кладем листочки капусты, которые остались. Поверх этой капусты картофель. Его можно взять сколько угодно. Поверх остается разложить кулечки с фаршем. Не нужно все это трамбовать, раскладываем свободно, чтобы подлива потом хорошо разошлась между каждым кулечком и картошкой. Да, именно с картофелем я готовлю всегда. Это вкусно. Если не пробовали, обязательно попробуйте.
Разогреваем растительное масло 5-6 столовых ложек примерно. Обжариваем сначала 2 луковицы до слегка прозрачного цвета. Далее добавим измельченную морковь и сладкий перец. По 2 штуки каждого. Можно готовить без перца, но я считаю, это не так вкусно. Обжариваем все вместе до полумягкости. Остается добавить столовую ложку томатной пасты и 2 столовые ложки пасты перечной. Можно, конечно, только томат, и его количество увеличить по вкусу. Перец и томат храню после вскрытия банки в пакетах, зипперах, раскладывая порционно и сразу закладывая в морозильную камеру. Голубцам добавляем лавровый лист, соль, зажарку и сверху все это заливаем кипятком крутым. Понадобилось 1,5 литра, с учетом того, что здесь еще помимо голубцов есть картофель. После закипания варим голубцы 35-40 минут на небольшом огне. И за 5 минут до готовности, чтобы соус не был как вода, дополнительно размешиваем столовую ложку муки или крахмала с холодной водой. Количество муки зависит от того, насколько вы хотите густым получить соус. Здесь уже сами смотрите. Вливаем эту смесь и аккуратно помешиваем. Даем еще раз закипеть и довариться 5 минут. Голубцы готовы, и ни один голубец за это время не раскрылся. Делитесь и вы своими секретами по приготовлению голубцов. Буду только рада. Пока!